Привет, что делаем? Пьем, играем, едим. Мест нет. К слову о пьем, а бутылки вы куда деваете? А то они здесь везде разбросаны. Это не наше. Сейчас тебе покажу, как мы с ними справляемся. А теперь мы просто выкидываем их в космос. И все. Да нет, потом они падают в океан. Вздор. Серьезно? Какая античность? Надо построить подводную лодку для того, чтобы осмотреть дно. Все предыдущие наши подводные лодки были созданы из деталей LEGO System, в то время как подводные лодки, созданные из LEGO Technic, зачастую использовали неоригинальные комплектующие, в частности, герметичные емкости. В этом же видео вы впервые увидите подводную лодку из LEGO Technic, сделанную только из тех деталей, которые можно найти в наборах LEGO. Новая подводная лодка состоит из 4 частей и работает полностью на пневматической тяге. В первом отсеке находится двухцилиндровый пневматический двигатель. Во втором отсеке находится коробка передач, которая переключает передачу задних винтов на боковые для движения вперед и поворотов соответственно. В третьем отсеке находится система контроля плавучести, которая отвечает за всплытие и погружение подлодки. В четвертом отсеке находится кабина экипажа, рассчитанная на 2 человек. 2 лего-фигурок. Данная подводная лодка является прототипом, при этом она выполняет все свои основные функции. Сейчас вы увидите несколько ее всплытий и погружений. На этих кадрах показано, как с помощью системы контроля плавучести подводная лодка может держать заданную глубину. В результате испытаний было выявлено, что винты маленького диаметра неэффективны для поворотов в сторону, поэтому было принято решение использовать винты большего диаметра. Здесь видно, как подлодка перемещается вперед, а также работу задних и боковых винтов. Коробка передач приводится в действие поршнем. При подаче воздуха включаются задние винты. При прекращении подачи воздуха поршень сжимается за счет резинки, в результате чего включаются боковые винты.
При всплытии воздух подается в поршень, что увеличивает плавучесть. При погружении, под действием резинок, воздух покидает его, и плавучесть уменьшается. А вот и те самые бутылки, которые выбросил в ЧП. В воде такая муть, что видно от бутылок последствия вообще страшные. Отметим, что данная подводная лодка является только прототипом, однако она уже умеет погружаться и всплывать, плавать вперед и вбок. В дальнейших видео планируется провести работы по улучшению подлодки, ну а на сегодня все. Спасибо за просмотр. Бутылки нельзя здесь оставлять, будем вытаскивать. Эй, это нечестно. Ты что здесь агитацию развел? Боги жестоки.